Добрый день, с вами канал Викинг Life и его ведущий Сергей. Вот наступил апрель месяц, замечательная погода, деревья стали распускаться, почки скоро откроются и будут уже цвести. И наступило то самое время, когда нужно посмотреть на сад с персиками, потому что сейчас четко видно, какие деревья, какие ветки нужно обрезать для того, чтобы сформировалось дерево и дальше оно продолжало расти именно так, как это должно быть. То есть нужно сделать колеровочку. И сегодня я буду заниматься колеровочкой персиковых деревьев. У меня на участке посажено 4 сорта персиков. Один из которых это краснодарский сорт. Это вот целая аллейка краснодарского сорта. Деревья имеют возраст 2 года. Им уже наступил тот самый момент, когда их можно уже сформировать. Потому что явно видно перегруз ветками. Где-то нужно, как в данном случае, довольно сильно подрезать веточки. Это сорт у нас белый лебедь. На дальнем фоне это черная туча, он же орса. И вот тоже веточки довольно сильно, скажем так, перегружены. Их надо убрать. Некоторые деревья я проводил осенью обрезку, и они уже, скажем, были сформированы. Но сейчас, например, видно, где почки. Вот будет почка с цветочком и будет новая веточка, новая ветка, новая ветка. Это зеленые почки, где зеленые листики видны. И то же самое здесь. Будут ветки идти, поэтому нужно будет все это формировать. Это персик сорта Фрос. Хорошо перезимовал персик. Нету мертвых веточек. Все замечательно. И четвертый сорт персик Джана. Это самое молодое дерево. Вот, но нельзя, чтобы вертикальные были ветки. Здесь нужно будет пообрезать. То есть дерево перезимовало тоже хорошо. Так что все в порядке. Ну что, будем формировку делать деревьев. Тоже дерево Фрос. Персик сорта Фрос. Осенью была формировка, но видно, что лишняя ветка вертикально растет. Эти уже длинные пошли, их надо обрезать. Здесь лишнее, это очень много, нельзя так оставлять, будет затенение. То есть нужно основных веток оставить 4-5, не больше. И точки роста нужно будет всем обрезать. Итак, колеровка персика. Ну, во-первых, персик нужно обрезать точки роста, чтобы крона формировалась одинаково. То есть все они были на одном уровне. И не было так, что одна ветка больше, другая растет меньше. И питание идет в первую очередь у персика снизу вверх, то есть к этим точкам. И дальше она уже пойдет по сторонам. Поэтому самое простое, мы делаем обрезку на одном уровне. Это первое. Второе. Все вертикальные ветки, которые есть, тоже нужно обрезать. И в данном дереве у нас вертикальная ветка только одна. Следующее. Нужно, чтобы не было затенения и плоды, скажем, нормально развивались. Идеальный вариант, когда между ветками 120 градусов. И в данном случае у нас раз, два, три ветки, между ними одинаковый угол, и крона будет идти чашей. И еще немаловажный момент. Центр дерева должен хорошо просматриваться, продуваться ветром и прогреваться солнышком. Тогда будут нормальные плоды.
Итак, что нам здесь мешает? Нам мешает вот эта веточка. Потому что эта ветка создавала дополнительную тень, и она нам просто-напросто здесь лишняя. Мы ее аккуратненько обрежем. Дальше смотрим. Но обычно еще говорят так, что вот секатор, да, на длину секатора можете оставлять или 1/3. Ну, даже, кстати, это можно и пониже еще сделать. И там, где почечки, у нас пойдут новые ветки замещения. Вот так мы короче сделаем. Так, здесь то же самое. На одном уровне подрезали. Теперь эту веточку смотрим. Что здесь? Здесь явный перегруз идет. Значит, нужно оставить, кто вот виноградом занимается, так называемые ветки замещения. Первые плоды будут, и потом на этой веточке пойдут нижние. Но эта ветка идет внутрь, она мешает, мы ее обрежем. Дальше здесь, ну, здесь тоже нехорошо, это мы обрезаем. Все в порядке. Теперь смотрим нижнюю эту веточку. Это так, вот идет снизу ветка, она будет на следующий год продолжать. А эту мы обрезаем, и это сбоку тоже лишнее, мы ее обрезаем. Самое главное соблюсти баланс, чтобы не было так, что где-то много, где-то мало. Теперь здесь, ну, скажем так, это маленькая тоненькая лишняя, мы ее обрезаем, и вот эту веточку мы оставим на будущий год уже. Вот так оно все пойдет красиво. И последняя у нас раз, два, три ветки. Так, эту мы просто укорачиваем на 1/3. И здесь мы обрезаем точку роста, и эта ветка пойдет на будущий год уже. Ну вот так должно выглядеть дерево для обрезки. После обрезки мы видим, что у нас все сбалансировано. Так, вот здесь надо чуть-чуть короче обрезать, чтобы крона находится на одном уровне. Все, нету внутрь растущих веточек, нету вертикально растущих веточек, и через год-два дерево будет все правильно. А это у нас будут основные костяные ветки. Вот так вот, ребята, смотрите наш канал Viking Life. Ну и еще одно дерево, персик сорта Frost. Раз, два, три, 4 у нас основных ветки. Первое, что бросается в глаза, то, что в центре ветка. Ну, в данном случае мы ее просто обрежем. Это лишнее. Такого не должно быть. Тем самым мы открыли центральную зону, будущей в кроны дерева. Да, и здесь будет и солнце достаточное, и проветриваемость. Следующее. Мы смотрим ветку эту. Это основная ветка. Нам нужно обрезать точку роста. Мы берем вот эту. Это лишнее. В сторону пошла тоже лишнее. Мы ее обрезаем. Наверное, даже мы обрежем вот так, а это будет замещение у нас. Вот, все, пошло в сторону. А здесь ничего не мешает. Здесь все свободно. Дальше, нижняя. Тоненькую ветку мы обрежем, она здесь не нужна, чтобы она не мешалась. И это нижнее замещение, мы обрежем ее вот так вот. Дальше. Вообще идеальный вариант, как рассказывают специалисты, чтобы ветка была чуть-чуть наверх. Не вертикально, не вниз, не по горизонту, а чуть-чуть наверх. Теперь смотрим, что мы с нижней веткой делаем. Все нормально. Значит, нужно нам оставить точку роста. Это вот это. Мы ее обрезаем. Правильно, Галочка? Вот. И здесь лишнее. Что у нас здесь лишнее? Мы уберем вот это. Вниз не должно веточку быть направлено. Да. А это идет наверх, и эту сторону тоже лишнее мы ее обрезали. Так, переходим к следующей веточке.
Так, смотрим, что мы должны сохранить крону дерева одинаково. Так, тогда мы режем вот так. У нас будет все одинаково. И здесь загущение мы вот эту обрезали. Так, эта вверх пошла, нам не надо. И здесь эту убираем. Не надо? Вообще не надо ничего. Не надо. Ну, Пока не надо. в принципе, да, можно. Эта в сторону идет, не мешает, эта в сторону идет, не мешает. И здесь мы обрежем точку роста. Так, оставим раз, два, три, четыре, ну 5. Вот так, 5 почек оставим и все. Здесь то же самое. Раз, два, три, четыре. Здесь уже веточки. Вот так оставим. И здесь раз, два, три, четыре. Все. Здесь у нас красиво, здесь красиво. Так, теперь еще одна последняя. Вот так мы оставим, чтобы они были все одинаковые. Это мы обрезали. Все у нас уровень. Опять же, смотрите, раз, два, три костяных ветки основные. И они планомерно формируют шар. Это идет внутрь, нам не нужна. Мы ее обрезали. Так, дальше. Это вверх пошла. Мы так вот обрежем. Вот так. Вот. Теперь это влево, это вправо, это вперед. Ну что, это мне не нравится. Мы обрезали. Все, а это в сторону пошло. Ну вот, ребята, мне нравится это дерево. Как вам? Но обрезка сада, не сада, а даже обрезка абрикосов и персиков закончилась. Растение все прекрасно проконтролировал. Деревья, конечно, мы тут с Аллой спорили, как лучше, как хуже. Но получилось так. Вроде бы красиво, вроде бы все по науке. Вот через год мы уже узнаем результат нашей обрезки. Конечно, руки трясутся. Хочется и урожай, хочется, чтобы дерево красивое было и пышное. Но законы природы отменить нельзя. Так что следите за нашим каналом, за нашими работами в саду, огороде. Мы набираемся сельского опыта. Все будет нормально. Желаю вам успеха, всего хорошего. Это привет вам из Молдаванки.